Всем привет, дорогие друзья! После того, как у меня на канале вышел рецепт пирожков с капустой, очень многие просили меня приготовить сладкие сдобные пирожки. И сегодня я к вам с замечательным рецептом сладких пирожков с яблочным повидлом. Они получились такие легкие, воздушные, красиво подрумянились и сверху, и снизу. Начинка нигде не вытекла. Здесь такое пышное, воздушное тесто и много яблочного повидла. Пирожки долго не черствеют, но я уверена, что они разлетятся сразу. Это очень простая и такая вкусная домашняя выпечка. Пирожки нравятся всем. Я очень рекомендую приготовить их и попробовать. Особенно, если будете их готовить с домашним повидлом. Они будут самые вкусные. И для рецепта мне понадобится сначала в теплом молоке разведу дрожжи. Добавляю 1 чайную ложку сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Дам постоять примерно минут 5-7. Разбиваю в миску 2 яйца. Всыпаю сахар, соль. Добавляю экстракт ванили. Перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи. Перемешиваю. И теперь постепенно просеиваю муку. Начинаю замешивать тесто. Добавляю растопленное сливочное масло. Хорошо все вымешиваю. Добавляю муку. Я сейчас добавляю всю оставшуюся муку. Посмотрите сейчас, какое у меня получилось тесто. Оно достаточно липкое, поэтому я добавляю сюда еще муку. Конечно, вы тоже должны смотреть по консистенции теста, так как яйца разные и мука также везде разная. Всего я добавила сюда 30 граммов муки. Сейчас я его домешу на столе. Вы видите, тесто как будто еще немного липкое, но я больше сюда муку добавлять не буду. Буду вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет приставать к столу и к рукам. Сильно долго ничего вымешивать не надо. Минут 5-7 вполне достаточно. Посмотрите, какое оно получается. Очень нежное, мягкое и вместе с тем достаточно эластичное. Подкатываем тесто в шар. Перекладываю в миску, которую я слегка смазала растительным маслом. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Все, кто смотрят мои видео, знают, что обычно я ставлю миску с тестом в микроволновку. Рядом ставлю стакан с горячей водой, и у меня получается такой очень хороший теплый шкафчик. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда, или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта. Пирожки я буду готовить с вот таким домашним яблочным повидлом. Оно очень густое и вкусное. Как приготовить такое замечательное повидло дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Повидло должно быть комнатной температуры. Тесто замечательно подошло. Достаю его из миски. Слегка обминаю. Сегодня пирожки я буду делать небольшого размера, поэтому тесто я разделю на 22 части. Каждый кусочек примерно по 47-48 граммов. Все кусочки подкатываю в шар. Накрываю тесто пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Формирую пирожки. Рабочую поверхность слегка подпыляю мукой. Выкладываю кусочек теста нижней стороной вверх. Также слегка подпыляю мукой. И раскатываю круглую лепешку. Толщина теста примерно 2 мм. Не надо раскатывать слишком тонко. Перекладываю лепешку в сторону и раскатываю следующий кусочек теста. Я раскатала сейчас 11 кусочков теста. Столько пирожков поместится у меня на один противень. Теперь на каждую лепешку в середину выкладываю повидло.
полную такую чайную ложку. Здесь примерно по 25 граммов повидла. Я люблю, чтобы в пирожках было много начинки. И теперь формирую сам пирожок. Беру тесто, скрепляю его сверху и иду к краям. Хорошо защипываем, чтобы тесто во время выпечки не раскрылось. Края немного подтягиваю. Я сегодня хочу сделать пирожки такой более округлой формы. И вот этот гребешочек подгибаю, закрываю шов. И получается вот такой очень аккуратный небольшой пирожок. Старайтесь, когда лепите пирожки, чтобы повидло не попало на тесто, иначе они будут трудно скрепляться. Сформированные пирожки я перекладываю на противень. Я его выстелила силиконовым ковриком. Можно также использовать и пергаментную бумагу. Выкладываю на расстоянии друг от друга. Если вы любите, чтобы пирожки соединились между собой, можно их выкладывать поближе. Накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке. Всего на расстойке они сейчас будут стоять примерно минут 20. В это время формирую следующую партию. Посмотрите, как красиво подошли пирожки. Чтобы пирожки получились румяными и красивыми, сверху я их смажу желтком и молоком. Желток и молоко обязательно должны быть теплыми, комнатной температуры. Очень бережно, легко смазываем пирожки, чтобы не осадить тесто. После того, как хорошо смазали пирожки, оставляем их подсыхать на столе. Ничем сверху не накрываем. Примерно на 7-8 минут. И затем отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 18-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Первая партия пирожков уже испеклась. Посмотрите, какие они получились румяные, очень красивые. Чтобы пирожки получились блестящими и еще более вкусными, сверху я их смажу растопленным сливочным маслом. Прямо горячие пирожки. И, друзья, не набрасываемся на горячие пирожки. Надо подождать, когда они немного остынут. Какие эти пирожки получаются воздушные, такие легкие. Мы их просто обожаем. Здесь очень много повидла внутри, легкое, очень пышное воздушное тесто. Друзья, я всем рекомендую. Приготовьте и попробуйте. Это необычайно вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!